Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Андрей Тележенко на связи прямо сейчас. Известный политолог-международник, американист. Андрей, приветствую вас. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, гости, зрители. Очень всегда приятно общаться. Давно не виделись, есть что обсудить. Действительно, и международная ситуация, она, кажется, сейчас накаляется. Ажиотаж неимоверный. Все ждут созвона Путина и Трампа. Причем Трамп написал, что я буду звонить Путину. И судя по... эмоций много, но судя по тому, как идет процесс взаимоотношений России и Америки, это будет звонок, подготовка к визиту, к встрече, к саммиту двух лидеров. То есть это 100%. Но тут же возникает другой момент. Европа, которая ультимативно ставит вопрос о прекращении огня, она достаточно переживает насчет этого созвона Трампа с Путиным. Как вы думаете, смогут ли по телефону договориться о каком-то прекращении огня или выйти на то, на что Трамп указывает, да, прекращение кровавой бани? В общем, чтобы пушки замолчали. Или все-таки здесь игра сложнее и на порядок интереснее? Оно всегда сложнее, чем мы видим. Дипломатия делается за закрытыми дверями. Это истинная дипломатия, это которая бегание в публичности, в публичное поле, кричать, что будет или что не будет. Европа здесь, как говорится, в хаотическом бессознании пытается себя вткнуть куда-то, aby где-то что-то получить с этого, потому что они понимают, что вложили деньги, а возвращать их некому будет. Так что вот такой фактор Европы, пусть им надо как-то отчитаться перед своими согражданами, которые сколько, как говорится, пострадали и бизнеса, и местное население Евросоюза, переплачивая налоги, переплачивая за газ, за электричество в 3, 4, 5 раз, и, как говорится, уничтожать свою же экономику ради того, чтобы продолжать эту войну, и надо потом будет отчитываться, как это ж так, что эта война была впустую. Так что для Европы это отдельный фактор, они не в силе что-то сделать. Это показательно уже, как они уже группками собираются, скоро кучками будут бегать к Трампу, там, Путину что-то пытаться, какие-то ультиматумы. Это не серьезно. А по поводу прекращения огня, там, то, что Европа хочет, США, возможно, тоже хочет. Россия хочет, чтобы не на 30 дней прекратился огонь, а на 30 лет. Это как бы к чему идут эти переговоры. Чтобы не просто так сделать, а прекратить, как говорится, обстрелы, которые киевский режим нарушал неоднократно, мы видели и по инфраструктуре, которую когда били, и по трубопроводам, и тому подобное, когда были возможность показать себя по пасхальным перемириям, так само как бы были нарушения, хотя там пару дней было, и тому подобное. И те же самые Стамбул-1, Минск и все остальное, когда Киев только обманывал Российскую Федерацию по перемирию, и потом перегруппировал войска и шел дальше в наступление, к чему продолжалась эскалация этого конфликта все больше, больше, больше и больше. Так что верить Западу, так званому, Трампу, как бы это другое, он сейчас как новое лицо, у него есть еще к нему доверие. А Западу, как обществу, который сейчас есть, это киевскому режиму, у Российской Федерации сеанса нет. Так что вот почему есть, если обсуждение какого-то перемирия на 30 дней, это должна быть гарантия с боку Соединенных Штатов Америки, что они прекращают полностью поставки киевский режим оружия, денег и всего остального, после чего, возможно, Российская Федерация это рассмотрит как вариант, что будут вот эти гарантии даны, что Киев не перегруппирует свои войска. Потому что можно договориться про мир за 3-4 дня, за 7 дней, 30 дней, это перегруппировка войск, это идет ни к чему, и Киев уже неоднократно это нарушал, и мы это видели, подтверждение Меркель было, Иоланда, что вот Минск мы подписали, чтобы ради того, как говорится, не было, как говорится, возможности у России надавить на Киев после там Дебальца, после этих котлов тогда и Иловайска. А вот нам надо было перегруппировать Киев для того, чтобы войны потом в будущем. Вот это было сделано, это публично было сказано. Так что мы Минск тогда подписали, российские войска отошли, они опять перегруппировались и пошли дальше, как бы воевать по указанию Бориса Джонсона и Байдена. Так что уже исчерпали себя возможности того, чтобы Киев просто так что-то просил. Тем более Киев проигрышная ситуация, киевский режим непосредственно, не люди Украины, киевский режим проиграл.
в этой ситуации полностью, и он диктовать условия больше не может. Это может быть как бы через посредничество США. США должны взять на себя гарантии безопасности, дать слово Российской Федерации, что этого не будет. Потому что если это будет, тогда они будут отвечать перед этим вопросом, и как бы Россия сможет дальше пойти в полную силу. Так что тут очень много разных факторов, очень сценариев, но говорю еще раз, цель Российской Федерации в этом направлении, то, что я вижу, не на 30 дней прекратить огонь, а на 30 лет, как минимум. И вот это, как бы, к чему это идется, и сейчас это надо первую главную цель ставить, а не на пару недель вот это затягивать, какую-то ставить ультиматумы, чтобы на это кто-то согласился. Вы согласились на обмен пленными, это самое главное, то, что было в Стамбуле. Я думаю, то, что люди, тысячи с обоих сторон солдат вернутся домой к своим семьям, и это первый шаг, действительно первый шаг политический, который, возможно, потом придет к деэскалации ситуации. Но очень еще долгий этот путь. Ну, не долгий, а в техническом формате долгий, можно как видеть, а в политическом формате, если будет желание США это прекратить быстро, это будет быстро закончено. Таймс публикует, ну, скажем, такую статистику, что Зеленский за время своего президентства 134 страны посетил, 134 государства мира, чаще всего в Германию 11 раз, Франция 10, а потом США 9 раз. И с начала 2025 года было совершено 23 заграничные поездки в 18 государств. Причем там очень интересно, это они так, я так понимаю, готовили материал и общались с Мережко, представителем комитета специального, да, по иностранным делам, и говорит, что международные поездки помогают президенту Зеленскому освежиться, а изменение обстановки, в общем, не дает сойти с ума. Слушайте, ну, как бы... Так еще дипломатию никто не описывал в воюющей стране. И так еще нам фактически вот так вот не преподносили под нос, да, вот такие аргументы. Но по большому-то счету, как бы, разве так можно оценивать визиты главы государства, там, какие бы они ни были? Просто понимаете, в чем дело? Тут вот вчерашние, там, скажем так, ватиканские встречи с Венсом обмолвились, переговорили, да, там забыл поприветствовать супругу Венса, но потом вернулся, одумался и так далее. Это тоже, чтобы вот Ватикан, чтобы освежиться у Зеленского. Как оцениваете вот эту интронизацию, да, первую, скажем так, вступление Папы Римского в свои уже полноценные, скажем так, духовные права? Ну, слава богу, католический мир избрал себе нового папу, который, возможно, даст новый, как говорится, тот же виток развития ихней, как говорится, церкви, потому что там есть чему заниматься, и сколько как бы Запад свое влияние завел вот эти ЛГБТQ, эти все извращения через церковь, так что надеюсь, что может что-то там будет меняться. Ну, вряд ли это будет быстро тоже, но есть пожелания такие в их сторону, так как мы все христиане, и мы должны жить вместе и дружно. Это раз. Ну, вот эта позиция, то, что заявил Мережко, это просто снято, как говорится, прямо как с языка. Сняли все это. Они так думают, для них это так нормально. Для них народ, почему они это говорят уже даже так? Они между собой же так общаются. Да, эти люди, что мы тут главные, мы же это элита, они себя считают элитами, Зеленский считает себя легитимным и все остальное, мы тут ездим, что мы там будем сидеть. Они же даже Зеленский находится больше времени не на Украине тоже, когда эти все обстрелы проходят и все, он там уезжает в Польшу, он выезжает там за пределы Киева, сидит в бункерах, себя чувствует комфортно. Это реальность, с которой сегодня сталкивается сегодняшняя Украина и люди, которые пока терпят это все, не знаю почему. Да, нету лидера, я знаю, есть проблема с этим, но терпеть вот это хамство в свою сторону, уничтожение себя, даже не просто даже хамство, это уже уничтожает народ. Они так думают, что для них выезд это благо, они это заслужили. А как вот это, как мы видим, эти все неонацисты выходят в эфиры и говорят,
эти все должны воевать, или те, кто выехал, это им гражданство надо решать и все остальное. Это показательное отношение просто к народу. Они относятся к народу, к населению страны, гражданам страны, как просто к биомассе. Ну, извините, это не я говорю, это они так говорят в своем общении. Так что то, что Зеленский действительно себя чувствует хорошо за границей и развеивается, мы это видели в Стамбуле, как в Анкаре, как он приезжал, тушился, пытался Путина туда созвать, потом с Эрдоганом встретился, потом уехал. Вот эти лишние маневры, вояжи как бы за границу, для него это действительно благо. Он человек ездит, путешествует, его супруга хорошо живет. Я думаю, будет интересно статистику почитать, как супруга Зеленского себя чувствует, где она проводит свое время. Даже королева Елизавета II во время Второй мировой войны, будучи членом королевской семьи, и, как говорится, непосредственно участвовала в том, что помогала раненым военным в госпитале и проводила с ними время. А где находится Елена Зеленская? Снимается влог, как она раньше была? Нет. Она просто хорошо себя чувствует в разных курортах мира, считая деньги, которые украл ее муженек Зеленский, на кровавые деньги на жизнях наших граждан. Вот это тоже интересно узнать, кстати, весь их процесс. Куда дети его ездят? Где родители господина Зеленского? Сидят ли они в Кривом Роге? Или где они находятся? В Израиле и тому подобное, там под охраной. Тоже очень много интересных факторов, которые было бы интересно узнать гражданам Украины, которые бы понимали хотя бы. Не надо нам адрес знать. Все это все понимают. Безопасность, так званую, которая у них есть под прикрытием британских спецслужб. Ну, хотя бы понимать страну, где находится часть семьи так званого президента. И элиты мы уже видим. Министр обороны Умеров, его семья, американское гражданство живет в Майами, в домах за $1 миллион, квартира там. Все себя хорошо чувствуют. Единственное, военные, которые погибают, как мухи кидают просто на убой их. И все. Это ненормально. Вот это реально сегодняшняя Украина. Вот люди, зато патриоты. Хлопают в ладоши, наш президент, вышиванки, прапоры, Бендера и все остальные. Вот эта группа. Так что то, что добился Зеленский в своих международных поездках, надо говорить. Что он добился? Добился, когда даже тоже Стамбул, продолжение войны, не добился ничего для Украины. Только уничтожение дальше Украины он добился. И развеялся. Очень себя хорошо почувствовал. Понюхал кокаина со всеми там международными лидерами, кто там участвует. А их есть в Евросоюзе. А это не только те, которые показали тогда в вагончике, которые ехали, а есть еще другие, которые тоже из стран Большой Семерки, которые любят это дело. Так что вот это его процесс. Они там собираются вместе обсуждать, как они правят миром, хотя их страны в это время экономически уничтожаются, а Украина просто физически уничтожается вместе с украинцами. Вот такая реальность геополитики и гордость Мерешко. Это даже не удивляет, это их реальное мышление. Даже, я думаю, он очень еще мягко стал, как они думают про это все дело. Интересно, что вот в этих всех поездках происходят такие даже какие-то интересные ссоры между собой. Мелани, пишет Financial Times, поссорилась с Макроном, что ее как бы не привлекли, не позвали. Потому что, в общем, там обсуждали стамбульские переговоры и опять звонили Трампу. То есть мы же понимаем, то есть они вместе звонят Трампу, по отдельности звонят Трампу. Сейчас вот разговор Путина и Трампа, и перед этим все хотят сверить часы или каким-то образом тоже, Трампу позвонить, что-то решить. А Мелани обиделась, что ее вот в эту европейскую коалицию лидеров по Украине не взяли, отодвинули. Вообще очень важен вот этот момент дипломатический. Я хотел бы, чтобы вы рассказали изнанку, да? То есть насколько реально Европе нужна Украина и война в Украине? Зачем она нужна? Ведь если мы смотрим на выборы, например, в Польше, в Румынии очень такой показатель, поддерживали всей Румынии Симеона, но победил мэр Бухареста. То есть, этот кандидат ушел, и, скорее всего, признал свое поражение. И, в принципе, результатов еще нет на момент нашего разговора, но все понятно. То есть, насколько у них там все схвачено в плане дальнейшего воспроизведения своего режима. И, соответственно,
какой-то вот привязки к Украине. Ведь когда мы говорим о вот этих визитах, проветриться, чтобы сменить обстановку, не сойти с ума, мы же тоже должны учитывать, что президента на удаленке в воюющей стране – это беда, а не благо. Ну, лучше бы, может, он не вернулся на Украину вообще со своей всей свитой. Может, было бы легче, я думаю, мы с нами на Украине решили, что нам делать. И как сами быстрее договорились про мир и закончили бы эту всю войну, которая есть на нашей земле. Так что вот это, я думаю, показатель был. А так, то, что по Мелони, смотрите, есть зависть к Мелони, потому что она приближена она к Трампу больше, чем остальные. Да, там и Стармер, Макрон, они бегают. Трампа якобы с ними хорошие отношения, хотя лично он относится к Макрону не очень позитивно также, потому что за его позиции там традиционной как бы ориентации, ну не то, что он не традиционный, а то, что он именно такой специфический, традиционно со своими извращениями. И Трампа есть эта информация еще в первого термина, когда он был президентом, по Макрону. Это раз. И он с его стебется время от времени, даже на личных встречах. А по Мелани у Трампа, когда он пришел сейчас во второй срок, было налажено хорошее отношение. Она приезжала к нему в Мар-а-Лаго, к ней потом приезжал Руди Джулиани, общался, это как бы человек, приближенный тоже к Трампу, общался с ней по поводу координатов и контактов, и она как бы непосредственно должна, ну, будет в Евросоюзе таким как бы контактным лицом между США и Евросоюзом. Там, да, есть Венгрия, которая у Трампа как бы правая рука, это, можно сказать, его друг Орбан, глава Венгрии. И тут ну, просто Венгрия не такая сильная, как экономически, военно, как наша самая Италия. Тому вот Италия как бы была выбрана более-менее адекватная, более-менее консервативная персона, которая, как ее лидер, чтобы общаться с Белым домом. И вот почему-то сейчас идет борьба, почему ее не пригласили, хотя она должна быть контактным лицом. Ну, хотите вы там общайтесь, но когда я уже тут присутствую вместе у вас тут, ну, рядом, мы можем там тот же Албания, ее не пригласили, когда они были в Албании, Трампом было общение. Вот это вопрос, что я же как контактное лицо, я тут рядом, вы могли бы меня позвать, ну, мы бы сверили все часы вместе. Проблема в том, что ей не доверяют европейцы, так как Трамп ее выбрал контактным лицом как бы на приближенной к администрации Белого дома. И европейцы в общем фоне, вот Мерц, Стармер, Макрон и остальные уже меньше доверяют в этих всех переговорных процессах. Они решают свою тему, пытаются продвинуть дальше продолжение войны на Украине и навязывают это в уши Трампу. Было бы там, она бы рассказала потом вопросу Трампу, что это было за кулисно, какие обсуждения были, и подала бы ему другую картину. Им это не надо. Ну, это личное, что я знаю из того, какая ситуация там непосредственно уже в кулуарах Евросоюза происходит. Евросоюзу нужна эта война. Я говорю еще раз, они не смогут объяснить, если война, когда война это закончится, она может закончиться в какой-то момент быстро, без Зеленского, и Украина идет под Россию, как я вот это тоже неоднократно уже давно это обсуждал и говорю. Европейцы, что они так бесятся? Они понимают, что это произойдет, и может произойти в какой-то момент и быстро. Они не смогут объяснить своим гражданам, почему они вкладывали деньги. Потом, когда правда еще покажется больше на большую медиа по поводу того, как эта война, почему это была война, ну, все понимают, что это не просто так Россия взяла какой-то один день, проснулась, давайте идем воевать в Украину, там, захватники. Нет, это же была предыстория целая как бы, когда Россия просила и НАТО, и переворот, и все остальное, и антироссию не создавать, ну, целая была предыстория, и война на Донбассе, Минские соглашения, долго все терпели, просто уже дошло до того момента, когда провокация была Запада, уже втянуть Украину дальше, не пообещать России, что Украина вступит в НАТО, ну и все остальное. Все знают эту предысторию. Не буду еще раз ее долго повторять. И Европа в этом непосредственно принимала участие как вассал Вашингтона, вашингтонских элит, и им сейчас их кинули просто на выживание самим по себе. Трампу наплевать на то, что будет в Европе, они там будут сокращение сейчас континента НАТО, идти переброска войск в Тихоокеанское направление. И то, что будет с Европой, это уже как бы будет. Они будут, да, покупать их газ, это будет их как бы обязанность, потому что пока другого варианта нет альтернативы по российскому газу.
И это как бы то, что Европа будет дальше загоняться за Можайск. Вот эта процедура, которая, если они пытаются себя якобы спасти, продолжать эту войну, вот сегодня выделяется, или вчера выделили, ну, пытаются выделить уже не 800 миллиардов, а 150 миллиардов хотя бы на перевооружение Евросоюза, хотя это тоже опять долги, затягивание, тот же самый формат, как в Америку, затянули долги 36 миллиардов триллионов долларов. Так же самое здесь Евросоюз дальше затягивает долги, которые они будут брать, и дальше кому-то это надо будет отдавать, и какой-то момент экономика вообще лопнет. Так что тут это все гнусно связано. Они теперь будут использовать Украину в своих торгах, тоже попытаются, или еще раз, они пытаются втянуться, чтобы торговать Украиной в этом как-то процессе. Зеленский перекинулся между Вашингтона больше на них сейчас ориентация, что якобы вот Европа может что-то вытянуть. Хотя в Стамбуле это была попытка переговоров между Парижем и Лондоном перед переговорным процессом самим с Российской Федерацией, что вот якобы, если они договорятся, я про это озвучивал перед самими переговорами, и что якобы они пытаются договориться, чтобы, может, потом сорвать переговоры, чтобы Евросоюз им дал, ну, Париж и Лондон дал оружие, деньги и военных на земле, чтобы они потом могли как бы выйти из переговорного процесса и сказать, мы в этом не участвуем. Хорошо, что Америка в это быстро подключилась и дала совсем по шапке Европе, сказала, не втягивайтесь в этот процесс, если хотите вообще как-то в этом участвовать. Там Рубио был, встречался потом с европейцами и все остальное. Так что все довольно вот так переплетено. Зеленский бегает, не тушится между Америкой, хотя уже понимает, что Америка ему не поможет ни в чем. Они там играют свою игру. Есть там шанс типа на лобби военно-промышленного комплекса и в окружении Трампа людей, которые пытаются как-то это затянуть процесс. Только на это, только на время. У него уже там в Америке, как раньше, только время может выиграть. А Евросоюз это уже типа как бы последний вариант, но он понимает, что они дальше его тоже не выйдут. Но получается вот такая вот каша, которая складывается в геополитическом процессе, и Украина в этом непосредственно как бы страдает, потому что ей торгуют. Америка как бы торгует Украина, чтобы достичь что-то с Россией. В большем плане как бы геополитическом мире Европа торгует Украиной, чтобы как бы что-то остаться где-то в обойме политического эстаблишмента, получать какие-то бонусы потом от проигравшей Украины, от той части, которая может останется под влиянием Запада, или что-то они пытаются себе вытянуть, этот раздел Украины более, как говорится, более выгодно для себя. Так что тут это очень все запутано пока, но в то же время оно все ясно, видно, если чуть-чуть хотя бы знать инсайд, видно, что же происходит, и как бы если даже логически это посмотреть, можно увидеть реальную картину. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент, да, когда Дуров выходит и говорит, что разведка, контрразведка французская, да, вот пыталась влиять или там пыталась, ну, скажем так, вмешиваться, да, и, судя по всему, вмешалась в эти выборы Румынии, но он как бы телеграм свой, в общем-то, отказал, да, чтобы использовали телеграм, но тем не менее. И тут, знаете, такое гробовое молчание. Погодите, а где санкции против Франции? Почему они вмешиваются в дела суверенной страны? То есть мы видим то, о чем вы говорите, вот эту игру, да, европейскую, да, и Зеленского вокруг. Но европейцы, несмотря на все декларируемые там понятия, ценности, какие-то, не знаю, правила, какие-то законы, достаточно жестко демонстрируют, ну, скажем так, поведение политическое. Румыния, да что там-то Румыния, взяли, вмешались, результат нужный получили, и все. И как бы никто на Францию даже косо не смотрит по поводу вот этого вмешательства. Какая-то вот все равно двуличие какое-то. Ну, конечно, это двуличие. Запад всегда был двуликим. Как говорил Рузвельт, когда Сталин спрашивал Рузвельта, как же у вас демократия, как вы же как бы работаете? Мы, кажется, не работаем за демократию, мы ее имплементируем. Вот это и тут также самая имплементация демократии, навязывание демократии, сдавливание так званой демократии Запада кому-то и чему-то, чтобы больше контролировать этот процесс. То же самое Турция. Я буквально приехал вчера из Стамбула, общался с многими турками, всех, кто поддерживает Эрдогана. Позиция какая? Вы поддерживаем Эрдогана. Да, не все идеально, да, есть проблемы, нет, может, среднего класса. Но нам Запад не диктует, что нам делать. Мы можем делать то, что нам выгодно. Вот разница. И это люди за это борются. А у нас украинцы, и не так же самое, как мы видим, что на Украине происходит. Мы не хотим такого, чтобы у нас было. Чтобы нами просто Запад, как они раньше делали, до этого времени, у нас, когда было до Эрдогана, было
сколько, как говорится, десятилетий нестабильности. То переворот, это смена, никто не доходил до своего до полного срока власти. И это как бы было показательно. То, что вот это влияние демократии, имплементация демократии Запада, которую была Турция, она не давала возможности людям жить и развиваться и самостоятельно. Так что вот этот процесс. То же самое по Румынии. Они вот захотели, вмешались в санкции, потому что они те, кто накладывают санкции. Они, кто решает, вот мы такие великие мужи, мы можем делать, что хотим. Вот в чем проблема, и вот почему этот конфликт также сегодня есть. Потому что неуважение западных стран Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Про что говорил президент Путин? Давайте общаться, только уважение должно быть между странами. Мы готовы поднимать вашу политику. Мы понимаем, что у вас там есть свои нюансы. Но общение должно быть на равной основе. И уважение между собой, а не просто вы захотели, у нас есть правила. Какие правила, которые они сами себе написали, и они их имплементируют, чтобы санкции эти все подобное, чтобы потом уничтожать другие страны или там попытаться их поставить на колени. Так оно не работает. Есть все-таки международное право, есть все-таки какой-то институт Объединенных Наций, который до сих пор как-то еще работает, но он есть, который был создан совместно с Западом и Востоком. Почему на него не ссылаться? Нет, не выгодно. Не выгодно, потому что они понимают, что они проиграют, потеряют. Не выгодно, как это Россия, как это другие страны смогут получить правду. И вообще, как правда может быть. Вот в Румынии, это же не Россия там была. Там был кандидат, который действительно выступал за какие-то ценности национальные, румынские, чтобы сохранить как бы страну. И был прозападный кандидат, который как бы будет сейчас дальше продолжать вести Румынию, может втягивать в этот военный процесс на Украине. Так что все, как говорится, это так, если коротко объяснить. Им выгодно было такого человека поставить, им выгодно, чтобы продвинуть это было. А самое интересное, знаете, где хаб находится этого всего процесса? Раньше был хаб в Киеве по госпереворотам, смене власти и по СНГ, по этим всем странам. А сейчас в Кишиневе. Из Кишинева работает это все, и по Словакии, и по Грузии работали. Ну, сейчас там есть некоторые чистки, некоторых людей уже увольняют. Там были культурные атташе, которые работали еще до прошлого года. Они непосредственно занимались, потому что они координировали всю русскую оппозицию раньше, а сейчас они как бы потом были в разных азиатских странах, а сейчас они были поставлены на этот пост, чтобы тут и в Грузии, и в Словакии попытаться сделать госпереворот. И вот это, как говорится, показатель, откуда это сейчас все идет. Кишинев – это новый хаб для западных спецслужб, для госпереворота и все остальное по странам СНГ и ближней, как говорится, Восточной Европы. Интересно, интересно. Как вам кажется, вот эта работа, этот стамбульский процесс Стамбула-2, это вот вообще надолго? Много таких нужно Стамбулов или таких встреч? И почему такой разлет идет? Ведь по большому счету то, что мы поняли, да, публично, там все делают хорошую мину, инсайды сливают, там все было ужас и кошмар, россияне требовали области. Вот сегодня Bloomberg пишет о том, что до конца года Россия военным путем сможет, Путин уверен, что сможет забрать вот то, что вписали в Конституцию. То есть это об этом материал такой. Ну и там же сливы, да, вот этих закрытой встречи, там то переводчик, то там требования, то Мединский говорит, мы там со шведами воевали долго. И следующая встреча вот в июне. Когда в июне? То есть по большому счету все же понятно. Как останавливать огонь, да, это не шибко там большая какая-то, не знаю, головоломка и задача. Будет работать одна сторона, другая сторона, вот две стороны возьмут предложение, потом синхронизируют и выйдут на что-то, да. Но ведь по большому счету можно было этого добиться и на первой встрече. Как вам кажется, это будет такая длинная катавасия стамбульская? Во-первых, на первой встрече это было уберегло то, что Украина не выбежала из этого процесса. И был такой план, что киевская делегация убежит и уйдет демонстративно, как я рассказал, вели переговоры Лондон-Париж. Разговор Трампа с Зеленским в Албании, который потом после чего дал сигнал, чтобы Киев остался и согласился на хотя бы те условия без прекращения огня с Российской Федерацией. Это раз. Этот стамбульский трек уже сейчас, это чисто формальный, одна из таких кирпичиков в фундаменте основы переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Это уже не как раньше это был главный трек, когда в 2022 году, возможно, действительно тогда можно было Украина что-то могла бы себе выторговать и сделать. А сейчас это как бы один из кирпичиков, который будет технически все складывать также вместе, помогает складывать общую картину. Так что это то, что мы сейчас сидим, вот история, да, это исторический процесс, Украина опять встретилась с Москвой, какие-то первые шаги, но это благодаря чему? Благодаря тому, что новая администрация в Вашингтоне, президента Трампа, который хочет мира и толкает Украину к миру, и благодаря тому, что президент России, Российской Федерации Владимир Путин огласил после 9 мая вот эти стамбульские переговоры 15 мая, чтобы сошли все и переговорили. Благодаря этим двум лидерам эти переговоры и произошли. Были бы это воля европейцев, не было бы там бы Трампа, а им никогда не были эти переговоры, Украина никогда не согласилась, или вообще даже опять бы, как говорится, саботировала этот весь процесс, если даже и пошла на это. Так что это сейчас просто техническая часть, формальность, где легализируются технические вопросы, такие как обмен пленными. Еще раз, Украина не достигла того, чтобы было прекращение огня. Я думаю, его не будет без условий того, что Америка не прекращает свои поставки оружия и финансирование во время этого процесса, чтобы действительно было перемирие, а не перегруппировка войск. И главная цель – это общение Трампа и Путина. Это там на этом формате будет результат. Трамп уже говорил еще в прошлой неделе, в пятницу, Wall Street Journal писал, что он хочет российско-американский конференцию там организовать, чтобы был переговорный процесс не только президентов, а и чиновников в этом формате, на высоком уровне. Так что это будет главное, а то, что сейчас Киев и Москва, это чисто формальные процессы, которые, с чего Россия закончила в 2022 году, и чего сейчас будет продолжать, чтобы Киев согласился на те процессы, которые еще, чтобы хуже ситуации не было. Потому что ситуация, как каждый раз Украина отказывается от переговорного процесса, оно все усугубляется для самой же Украины и ухудшается. Вместо того, чтобы Зеленский посадить там 1 миллион деревьев, он обещал, он посадил 1 миллион надгробников по Украине, которые как бы все видны, и это уже нельзя скрыть. Это количество жертв, солдат ВСУ, мужчин и женщин. Так что вот это реальность, которая есть на земле, и Украина в этом процессе каждый раз проигрывает. Так что благодаря, еще раз, Трампу, и Путину этот процесс идет, и благодаря Трампу Украина не вышла из этого переговорного процесса, хотя там переводчики, это все, это все было. Просто это смешно, это все было наблюдать, как это все происходит, как Киев затягивал этот переговорный процесс. Я там был, все ждали, еще вот я когда прилетел в среду вечером, все ждали, вот в четверг утром все соберутся, начнут общаться, будут долго какие-то общения, выходить, ну, как переговоры идут хотя бы 5, 6, 8 часов. И это все затягивал, Зеленский в Анкару приехал, там Эрдоганом встретился бы хотя бы что-то, потому что все понимали, что Путин не приедет. И вот это все по затягиванию процесса, хотя Украина это уже не первый раз затягивает процесс. И когда в Беларуси после начала конфликта они затягивали, на 3-4 часа опаздывали, на 8 часов опаздывали на встречу с Российской Федерацией, потом в Стамбуле тоже на 4 часа первый раз опоздали. А сейчас на 24 часа оттянули встречу. Так что это показатель. Попытка сыграть и договориться за кулисами, параллельно показать, что мы вот что-то тут мы главное, но оно ничего не приводит к хорошему, потому что в этом всем процессе жизни людей потом как бы теряется. Пока вы вот это затягиваете процесс, за эти сутки можно посчитать, сколько людей погибло благодаря вам. Ну, тем, которые великими так зваными дипломатами, освежителям воздуха себе и своей психики Зеленского. Так что сейчас главное Трамп, Путин, это будет главный процесс-трек. То, что Украина и там, Российская Федерация, это чисто технический процесс, как я это вижу, будет просто кирпичики, фундамент, основу переговоров быть. Потому что, еще раз, если Украина не договорится сама в этом процессе, то, что ей надо будет выгодно, и там не для Зеленского, а для будущего правительства и будущей части, как будет развиваться Украина, тогда Трамп возьмет на себя эту обязанность и сам договорится, и потом поставит перед условиями своей договоренности между Путиным и собой, и поставит Украине, покажет, вот мы договорились, вы принимаете то, что мы договорились, если вы сами не можете. Андрей, почему американцы отшили Ватикан? И вот эти предложения о том, что давайте Путин и Трамп, приезжайте и встретитесь как бы, да, у Святого Престола. Ну, Ватикан, я говорю еще раз,
Эти переговорный процесс имеет не только США соглашаются на него, а есть и российская сторона, Российская Федерация. Российская Федерация согласилась на то, чтобы продолжение диалога 2022 года, про то, что есть это позиция президента Российской Федерации Путина по поводу этого всего переговорного процесса. Начинать переговоры с нуля в новой локации, это было бы опять якобы, что с нуля начинаем и типа обнуляем ситуацию из того, что есть, и вот ставим якобы новый процесс. Нет, тут же целые ряды работы дипломатов, и процесс продолжается с того, как он был остановлен. Процесс, то, что Украина подписала тогда, это было как бы их подпись Арахами никто же не стирал, есть она там. И продолжаются уже новые дополнительные условия, которые из того, что уже есть. Чтобы никто не сомневался, что вот, ну, мы должны достичь того результата, попытаться мирно, если Украина хочет. А то, что Ватикан придет и опять будет играть свою игру, Эрдоган все-таки человек более-менее нейтральный. Он между США и Россией, обе стороны удовлетворяют в своем как бы, присутствии, организации процесса. Он и в НАТО, и в то же время союзник Российской Федерации. Россия его все-таки спасла в 2012 году от госпереворота Запада. Так что он как бы будет реально выполнять функцию адекватного посредника в этом процессе. А Ватикан сейчас втягивает новую сторону в этот, как говорится, конфликт. Пока, как бы, я думаю, это было бы глупо сделать, хотя можно использовать тот же самый Ватикан и Папу для того, чтобы передавать информацию и общаться как между каком-то более неофициальном уровне, что также будет вероятно, может, в будущем. Раз. И два, плюс, я думаю, может, сам Трамп пока не доверяет полностью новому папе, исходя из его политических либеральных взглядов на политику США. Все-таки, если посмотреть, как закончится война, да, то есть есть какие-то перспективы, что это может быть достаточно быстро, да, и вот в течение каких-то обозримых месяцев, а не условно с затянутыми переговорными процессами там, стамбульского толка, или там Трамп и Путин будут долго созваниваться, долго, не один раз будут созваниваться, а потом будет их встреча, а потом может еще одна встреча. То есть, как вам кажется, насколько есть вероятность, что вот прям возьмут и закончат? И как будет Украине преподнесено окончание войны украинскими же властями? Ну, пока будет Зеленский, его режим, война будет продолжаться. Трампу надо, чтобы война это закончилась. России тоже невыгодно продолжение конфликта, так как есть возможность силой взять все, и была возможность такая просто для чего это делать силой, если можно договориться и все-таки жить будем совместно все в будущем, и это все надо будет и отстраивать уже и так много куда будет надо вкладывать для отстраивания той Украины, которая уже разрушена. Так что тут ситуация, все хотят закончить это мирным путем. Военным путем можно, дорого, и негуманно, не надо этот процесс показать военным путем. Это я как дипломат, когда можно было всегда можно договориться. Сесть, если есть политическая воля, есть желание, есть понимание того, что кто с кем ты особенно воюешь непосредственно, то ты как бы понимаешь, что есть у тебя силы или силы тебе дальше воевать. Несмотря на то, кто будет давать денег, вливать и все остальное. Так что тут, имея эту ситуацию, Зеленского невыгодно окончание войны, в Европе невыгодно окончание войны. Пока будет Зеленский, война будет продолжаться. Трамп хочет быстрого окончания войны и уже оставить Украину в покое, потому что они своего контракта достигли, они уже не будут выглядеть как с Афганистана, что они якобы вышли, ничего не получив. Это как бы была главная идея Трампа в этом процессе. И может это произойти в какой-то момент, кажется, очень быстро, как мы какой-то день проснемся, и это все начнется. До конца этого года еще это все будет продолжаться. Это то, что я говорил еще раньше, я сейчас буду говорить. До конца года приблизительно это все будет процесс продолжаться. В какой-то момент потом может быстро договориться так, что придет нейтральное правительство, Зеленского мы проснемся, где-то не будет уже. Может, мы будем знать, где он будет, может, не будем знать, где он будет, убежит, не убежит. Придет сформируется временное правительство, согласованное обеими сторонами, Вашингтоном и Москвой. И, как говорится, после этого начнется процесс
к миру. Это временное правительство подпишет мирное соглашение и будет обязуется провести выборы в течение 6, 7, 8 месяцев после подписания мирных соглашений, когда будет очистка Украины от ненацистских формирований, и когда Украина дает возможность оппозиции, чтобы принимала участие в этом процессе, чтобы, понимая, что у них есть безопасность, приехать на Украину и принять в политическом процессе это участие. Так что вот этот весь процесс может произойти, как говорится, в момент мгновенно, и потом будет дальше идти уже трек к миру. Да, будет дестабилизация еще на земле, будет очень много проблем, но горячая фаза войны после этого будет закончена. Но это будет ближе к концу этого года, будет понятно, когда это будет возможно. Может, это в конце года будет, может, чуть-чуть позже. Но вот так я это вижу процесс. Мгм. По поводу Зеленского. Нам же рисуют, что у него поддержка 74%. Доверяют украинцы Зеленскому. Рисуют. Это Ну как? главная фраза. Ну как брать при таких условиях и отдавать власть? Кому, куда? Ведь для Зеленского принципиально важно, пока он при должности этой, пока, собственно, он руководит. Это означает, что он в безопасности. Как только это изменится, эта составляющая, у него же очень много врагов, и непосредственно среди обиженного украинского олигархата, очень непростые люди пострадали во время его правления. Ну и, понятное дело, конечно же, крови, реки крови, да, и жизни украинцев. В любом случае кто-то будет ему мстить. Вот когда он сейчас теперь договаривается, безопасность параллельно, это раз, два, не ему это решать дальше, как это будет. Он думает, что он сейчас может договориться. Ну, Виктор Федорович Янукович тоже в свое время думал, и он был все-таки легитимным президентом, имея поддержку большой части Украины. Он в какой-то момент его заставили, надавили, чтобы он убежал. Зеленский в худшем положении, не имея легитимности власти уже какой-то долгий термин, уже год будет, как в этом месяце, как он нелегитимный президент по статье 110 Конституции Украины. Так что реки крови и очень много врагов. У него хуже ситуация, чем у Виктора Федоровича Януковича. И Запад тут уже решает, и Россия совместно будущее, что будет дальше на Украине, о нем. Так что тут просто процесс... А какой Запад? Подождите, какой Запад решает? США торгуются пока... Им надо вот эта Украина пока в таком формате. Потому что Вашингтон пока не торгуется с Россией. Они обсуждают глобальные темы. Там Трамп пытается переиграть Ближний Восток, чтобы хотя бы это снять с торгов с Российской Федерацией. Венесуэлу якобы, скорее всего, Россия может не отдаст, отдали Сирию. Переигрываются глобальные тематика, тоже самая Арктика, Азия, что будет дальше, Иран, Филиппины. Вот это направление там. Дальше другая часть Латинской Америки и Африки. И пока вот этот все процесс идет, договаривается, чтобы Украину будет держать, пока будет выгодно то, что администрация Трампа. Как только будет невыгодно, то Европа долго не сможет выйти. Не знаю, если будет американской поддержки, они не вытягивают это все, им просто надо будет дальше возвращаться в свое русло внутри и попытаться как-то пощипывать Россию, якобы они будут пытаться, но ничего не будет происходить. А Украина сейчас пока вот держит выгодно Зеленского, чтобы она была в таком формате, чтобы торговаться с Россией. Как только этот процесс полностью уже по Украине решена, она неинтересна Западу, Америке непосредственно, администрация Трампа, с нее нечего уже взять. Она свою функцию, якобы вот предыдущая администрация Байдена даже и не выполнила, ее функция должна была повалить Россию. Чтобы якобы вот война между Россией и Украиной не военным путем, а политическим, что типа воюют две славянские народа, близких друг друга. Теория Бжезинского, что в России будет госпереворот, и она как бы разделится на 50 или 3 части, или 50. Вот это здесь направление. И то эта функция Украина не выполнила, так что сейчас Америка не видит никакого плана по Украине вообще, плана победы вообще там нету никакого, выгоды нет никакой. Ее просто используют для торгов, и как только это торги закончатся, Украину просто отдадут назад России, и все. Влияние Москвы. Да, будет тут Америка работать, только через фильтр Москвы это все будет проходить. Но по-другому никак они не могут себе представить уже, потому что им надо дальше двигаться.
и просто оставить какое-то, как говорится, болото посреди Европы, это не выгодно ни Европе, ну, не тем более Российской Федерации, как бы, надо, чтобы стабильная была ситуация у своих границ. А лучшая стабильность – это иметь Украину назад в лоно русского мира, назад вернуть. И в этом ничего плохого нет. Есть американский мир, саксонский мир, туда все, кто-то туда стремится. Есть наш мир, который нас устраивает. И эта позиция тоже, это понимает администрация Трампа. И это, на этом месте основано не просто мои слова, которые там хотелки, кто-то пишет в комментариях. Это основана аналитика аналитических центров. Одни из таких из них, как Heritage Foundation, который дает закрытую аналитику для Белого дома. И основываясь на этой аналитике, группы там, людей, которые собираются, это пишут, и будут основываться потом деяния администрации Трампа. Ну, смотрите, это ведь еще более как бы фантастически все выглядит о том, что отдать Украину в русский мир. Ну, смотрите. Вот. Вьетнам вернулся в коммунистическое... Вьетнам тоже был разделен, и Вьетнам вернули назад, там коммунистический Вьетнам сейчас есть, и все, он и работает как с Америкой, но под эгидой Москвы, так что в этом ничего плохого нет. Америка так действует всегда. Они воевали против Талибана, фантастически дали Талибану еще денег, им дали передачу оружия и все остальное, и ехали туда. Это политика есть США такая, к сожалению, для украинцев, которые верили в ее. Просто что, если кто-то понимал бы, как вот не молились там Франклина и Америку, вот наша, как говорится, свобода, Америка, жвачка и все остальное. Оно так не работает в мире. И сейчас, если бы было бы прогресс, и в этом что-то я тут это рассказывал, вот Украина действительно там побеждает, что-то Россия ломается, какие-то раскачки идут, это было бы одно. Я бы действительно говорил бы, может, какие-то свои хотелки. А когда ситуация патовая, Украина проиграла, ее фактически уничтожена полностью, это то, что поддерживается как мертвое тело, на искусственно, как говорится, вкидывание денег и людей вытягивают, еще кидают на фронт, чтобы якобы что-то стабилизировать, которые не хотят воевать и не сразу сдаются. Европа вся подавлена, Америка реально не хочет и невыгодно держать Украину, потому что, а для чего ее держать? Ну, подумайте, для чего держать Украину сейчас? Какой резон в этом процессе есть? Он себя не оправдал уже. Все, ситуация переиграна, надо двигаться дальше, надо налаживать отношения с Россией, где можно больше совместно заработать денег, триллионы долларов на Арктике, на добыче нефти, совместно там на ресурсах и все остальное. Есть проблема Китая, который как бы Россию тоже надо чуть-чуть задвинуть оттуда, вот это более интересно в этом процессе работать. Как бы есть Китай, с которым надо тоже работать в Америке. Есть очень много флангов. И Америка пусть понимает, что если Китай, не дай бог, начнет войну с Филиппинами или Тайвань, или Иран будет горячая конфликтная зона, они не смогут выйти на две войны одновременно. У них политика построена, что они, большие войны. Они могут воевать конфликты маленькие по всему миру, там Югославия, понятно, там Ливия, для них это такое. А когда большие страны, как Китай, Иран, который имеет все-таки ядерный какой-то потенциал, даже та же Северная Корея, для них угроза, потому что такими странами, имея военный конфликт уже с ними, другой конфликт, который они ведут, они не могут его вытягивать. Это данная и политика спецслужб США такая есть. Они себе так ее приписали еще 50 лет назад, и она до сих пор как бы действует. Так что, выходя из этого, сегодня ситуация такая, что она будет идти к тому, что надо договориться с Россией и Америкой. Им выгодно как бы отдать, торговаться по Украине, получить что-то по украинскому кейсу где-то в мире, в разных точках, возможно, и двигаться дальше. Потом, может, попробовать еще через 50-100 лет, когда будут опять, может, продажные какие-то глупые элиты на Украине, если такие будут, или на украинской территории, использовать ее для того, чтобы опять пощипать Россию. Ну, это было еще раз из УНР. Все помнят, Запад попытался развалить Российскую империю, прорвалось что-то сильнее Советский Союз, что, как бы, говорится, привело к тому, чтобы, оно еще существовало очень долго, 70 лет после этого. Так что тут такой самый такой идет формат. История повторяется. И мы опять после этих наших войн будем жить мирно, дружно. И, да, не быстро, но этот процесс, не только я в это верю, это верят и на Западе, и тоже президент России Путин, и многие люди верят, что мы можем вместе жить и существовать вместе, когда дать людям жизнь, а не войну. Как бы в качестве такой хохмы ходит оговорка ведущей моноэфира, вот этого телемарафона, о том, что Трамп будет говорить с президентом Украины Путиным.
Вот. Понимаете? И как бы, ну, это ну, понятно, что она ошиблась, конечно, да, но это сейчас, в общем, опять, да, опять нам марафон, так сказать, преподнес очень интересную, скажем, Сказали где-то правду. нет, ну, понятно, что они оговорились, но тем не менее, да, Я сейчас... просто из того, что они вещают там. Я не знаю, кто его еще слушает, этот или марафон, когда есть такие каналы, как у вас, там, и другие каналы, которые, ну, люди действительно какие-то обсуждения идут. Это просто опять отмывание денег и плевок от народа улицы. Андрей Тележенко был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо большое. Всех благ. С Богом. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.